Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Меня зовут Мария Леник. Мария. Я хотела бы сегодня рассказать про Иран и про лыжи, про горнолыжные курорты Ирана. Я сама катаюсь на лыжах, я сама живу в Иране. Сейчас уже 2 года, как я живу в Иране на постоянной основе, но я там практически каждый год до этого, с 2013 года, была и учила персидский, и путешествовала. Но вообще я с Ближним Востоком, у меня очень тесные отношения. Я с 18 лет езжу, изучаю арабский язык, то есть я начала с арабского языка, потом пришла к персидскому, и вот так. И сейчас я в Иране, и в Иране очень хорошо. Так что приезжайте, надеюсь, вам будет сегодня полезно. Если будут какие-то вопросы, задавайте сразу. У нас формат очень такой неформальный. Немножко обо мне. Я автор этих 3 путеводителей. Это британское издание по Ирану. Вот наша последняя книжка вышла, к сожалению, в феврале прошлого года. Не очень хороший момент, но вот она вышла. Вот так. Это немножко обо мне. Я в данный момент живу в городе Шираз, и я изучаю персидскую литературу в университете города Шираз. Это на юге, это от Тегерана 900 километров на юг. У нас тоже есть горы и есть горнолыжный курорт. Вот. Если мы посмотрим на Иран, очень интересный момент. Мы ассоциируем Ближний Восток, у нас у всех есть ассоциации. Иран очень горная страна, очень горная. То есть больше половины страны лежит на больше, чем 1000 метров над уровнем моря. То есть если мы сейчас посмотрим, самая крупнейшая горная система современного Ирана – это Загроз. Это горы, которые занимают практически весь запад, всю западную часть Ирана и даже уходят в Ирак, то есть весь Курдистан и иракский Курдистан, там тоже горы, и даже немного в Турцию. Вторая крупнейшая горная система Ирана – это Эльбурс. Не Эльбрус, а Эльбурс. Это очень интересно. По-персидски она называется Альборс. То есть немножко по-другому, но по-русски она переводится как Эльбурс. Она на севере, получается, весь север Тегерана и граничит с Каспийским морем. И там самые высокие вершины и самые крупные горнолыжные курорты Ирана. Самая высокая гора Ирана – это Дамаванд. Это по совместительству самая высокая гора всего Ближнего Востока и еще спящий вулкан. Гора вообще очень замечательна по себе. Она, помимо того, что она красивая, она находится очень близко, в непосредственной близости с Тегераном, буквально всего 2 часа езды, 2,5 часа езды от машины от Тегерана. И вообще в персидской литературе это волшебная гора, она святая гора. Аламку – это вторая по величине гора Ирана, она тоже находится в Эльбурсе, тоже больше 4000 метров, практически 5000 метров. Третья гора – это Себелан. Себелан находится возле города Ардевиль, это самая холодная часть Ирана, там иногда зимой доходит до минус 20. Очень близко, если вы, допустим, живете на Кавказе, очень близко от Азербайджана. Там граница очень легко, допустим, от Баку до границы с Ираном всего 2 часа езды на машине. То есть достаточно компактно. И Себелан находится в очень интересном районе, там много гейзеров и красивый район сам по себе. Но там склонов, там, получается, горнолыжных курортов как таковых нет. Есть склон, но курортов нет. Зерткух – это самая высокая вершина Загроса. И последний Кашмастан – это самая высокая вершина южного Загроса, которая называется Дена. Это очень красивая часть, называется часть Загроса, которая называется Дена. Это национальный парк, там очень красиво, для скитуринга там очень красиво. То есть там склоны, там нет трасс подготовленных, но для скитуринга очень хорошая возможность. Я хотела бы рассказать о Дизин. Дизин – это самый крупный горнолыжный курорт Ирана. Он находится, если мы посмотрим на карту, Тегеран. От Москвы до Тегерана всего 3–3,5 часа на самолете. То есть очень легко добраться. Раньше был рейс каждую ночь аэрофлотом, и иранские авиалинии последние несколько лет тоже открыли рейсы. То есть они открыли также рейсы в Санкт-Петербург. То есть вариантов вообще, и стоимость была замечательная. Можно было слетать туда-обратно за 15 000 рублей. То есть все было очень легко, с визой тоже не проблема. Тегеран – столица, самый большой город. Тегеран вообще огромный.
Он находится у гор. Он практически в горах. Северная часть Тегерана практически в горах. И вокруг него находится 4 горнолыжных спуска. То есть получается один большой курорт и еще 3 спуска. И вся вот эта часть горная, можно и скитурингом заниматься, и ходить в походы. Замечательные возможности. Там очень красиво. И Дамаванд, соответственно, находится в этой части, если вот на восток. То есть там немножко в другой район он идет. Гора Дамаванд. То есть по поводу Дизина. У меня здесь больше будет фотографий. Вот видите, вдалеке это сам Дамаванд. Вот это один из склонов Дизина. Он открыт в 70-м году, практически в 69-м. И очень много... Там сейчас 4 гондольных подъемника, но они немножко старые. То есть это единственный момент. Сейчас строятся новые, они кресельные, более новые. Но вот основные подъемники, они достаточно старые. Но они работают абсолютно без проблем. Единственный момент, могут быть очереди, особенно в самом начале. Но потом там кататься, на самом деле, возможности замечательные, и сами трассы широченные. И тот факт, что занятие лыжами – это дорогой спорт, в Иране тоже дорогой спорт, очень мало кто этим занимается. Поэтому, если вам интересны трассы свободные абсолютно для катания, это идеально. Только четверг и пятница там народ, потому что четверг и пятница – это выходные в Иране, соответственно. Вот и высота над уровнем моря до 3600 доходит. Вот, и просто несколько фотографий. Соответственно, off-piste, Пухляк. Вот, эти фотографии я сделала в феврале прошлого года. Вот так все это выглядело. И очень-очень дешево. То есть Дизин, он самый крупный курорт. Возле него есть несколько гостиниц, есть несколько шале, можно снять. Единственное, там сложно, нужно бронировать заранее, если на Новый год. Потому что в Иране очень много армян, и они празднуют Новый год, как мы, в конце декабря. Иранский Новый год – это Норуз, это март. Но если вы планируете отпуск в Новом году, то есть имейте в виду, армяне Ирана тоже его празднуют. И то есть нужно бронировать заранее. Вот несколько фотографий. Вот подъемники, вот эти гондольные подъемники желтые, они более старые, вот более новые. Вот видите, они широченные. И off-piste, соответственно, очень много возможностей. Вот. Второй курорт, он находится близко к Тегерану, он находится очень близко к Дизину. Если позволяет погода, то там буквально 20 минут на машине. Но если очень много снега, то эта трасса закрыта. То есть приходится немножко в объезд, но это все равно близко к Тегерану. Второй курорт – это горнолыжная трасса Дарбансар. Это не курорт даже, она находится в деревне Шемшак. Деревня Шемшак – очень живописное место среди гор. Трасса там, получается, одна, она небольшая, но она самая современная трасса в Иране. То есть там самые современные подъемники. Как я уже сказала, к сожалению, гостиниц нет. Можно просто выехать из Тегерана утром рано в 6-5 утра, добраться туда, покататься и назад вернуться. То есть это тоже возможно абсолютно без проблем. Там 2 гондольных подъемника. Она небольшая, но вот кафе, рестораны, в общем-то, все, что нужно. Мини-лыжный курорт, так называется, Тачаль, это, получается, он находится вообще в Тегеране. Это канатка, которая начинается в самом Тегеране. То есть, чтобы вы представляли, насколько город горным стал. Он таким не был вначале. Вообще Тегеран – столица Ирана, но когда она стала столицей, это была деревня. И он настолько разросся, что он практически сейчас уходит в горы. То есть северный Тегеран уходит полностью в горы, и канатка, вот эта Тачаль, она начинается прямо в самом Тегеране. Вот, и эта канатка, она более, скажем так, туристическая. Там на самой верхушке, на 8-м уровне, есть небольшая трасса. Она вот такая, она мини-трасса. Но она получается вот в самом городе. И просто чтобы показать, насколько это близко к Тегерану, вот фотография, вы видите Тегеран оттуда. То есть это тоже вариант. И 4-я трасса, у меня нет фотографий, но трасса называется Шемшак. То есть она маленькая совсем. И она, скажем, она самая старая, и она периодически закрыта. То есть туристы туда редко попадают. То есть в основном это Дизин, самый крупный курорт, где вы можете остановиться и в гостинице, и покататься вдоволь. Дарбансар, где, к сожалению, нет гостиниц. Тачаль – это больше, скажем так, городская поездка.
А вот вы говорили, что это очень дешево. Можно сориентировать приблизительно стоимость проживания, ну вот первый курорт и, допустим, стоимость дневного скипаса? Смотрите, в Иране очень сложная экономическая ситуация, и последние несколько лет цена реаля или тамана очень сильно упала. Я вам просто сейчас приведу пример. В 2013 году, когда первый раз попала в Иран, бокал кофе стоил 40 тысяч реалей. То есть 40 тысяч реалей на тот момент это было 1 евро приблизительно. Сейчас, вот я проверяла пару дней назад, 1 евро 330 тысяч реалей. То есть цена просто вообще очень сильно, то есть цена валюты очень резко упала. Поэтому, допустим, я вам приблизительно сейчас скажу, потому что может случиться через месяц, она может упасть еще ниже, то есть может стать еще дешевле. Проживание в гостинице Дизин, там помимо самого курорта, помимо самих гостиниц возле фуникулера, возле канатки, есть еще пару деревень, где можно снять более дешевое проживание. Номер вам на двоих обойдется в районе 2000 за ночь, это завтраком. Скипас на одного человека будет, может быть, 1500-2000. Рублей. Да, рублей, не в евро. Извините, в рублей. Я просто перевожу так приблизительно, но рассчитывайте, что это может немножко измениться. Вот так. То есть абсолютно недорого. То есть по сравнению, допустим, с Европой, и это на весь день. Я приблизительно говорю. То есть, может быть, это может быть даже быть еще дешевле. Еще есть такой момент, если, соответственно, как правило, в пятницу и четверг дороже. И еще по поводу цен. Можно у всех этих курортов можно снять на прокат и лыжи, и ботинки. Я последний раз снимала на прокат ботинки и лыжи несколько лет назад, и было это не в Тегеране. И я за весь день за лыжи и ботинки отдавала 250 рублей. То есть это вообще ни о чем. Это я вам приблизительно говорю. Я вам сейчас сказала высшую точку. Вот. И, соответственно, это Дизин. Дарбансар, может быть, будет дешевле. Не может быть, а точно будет дешевле. Второй, самый, скажем так, основной лыжный курорт в Иране – это Пулаткаф. Он находится рядом с городом Шираз, где живу я. Очень необычно, потому что Шираз очень жаркий город. Летом, соответственно, погода 45 градусов тепла, даже больше. У нас пальмы на улицах, до Персидского залива 5 часов на машине. Но так как Иран везде горы, то есть 2 часа езды на север Шираза, вы уже в горах. То есть в горах, и вот там вот такой лыжный курорт, достаточно неплохой, и до 3400 метров. Чтобы вот представили себе, где мы находимся, да, вот Пулаткаф, вот город Шираз, самый-самый юг, получается 900 километров на юг от Ирана, Шираз, и вот Пулаткаф, 2 часа езды всего. И вы уже находитесь в горах со снегом. Вы просто представьте себе Персидский залив, Ирак, Кувейт, да? И вы, в общем-то, на этом уровне тоже катаетесь. То есть сам факт необычен. Просто имейте в виду, география Ирана необычна для нашего представления о Ближнем Востоке. Но оно так есть. И вот обратите внимание, я вам сейчас еще расскажу побольше. Если дальше на север мы едем, есть Ясуч город и Дена. То есть Дена – это как раз вот этот юг Загроса, про который я говорила. Там для скитуринга много возможностей. Там трасс нет, но там очень красивые горы. И если вас интересует, я могу вам потом... У меня есть знакомые, которые занимаются там работой, как гиды работают. И там в последнее время очень много ребят из Европы приезжают. Так. Вот, как раз это юг вот Загроса, Дена. То есть несколько фотографий, чтобы вы имели представление. Это было сделано эти фотографии я сделала в прошлом году, в июне. Но это было редко. То есть было очень много снега. Вот это было в феврале. То есть там очень красиво, но, к сожалению, трасс нет. Вот, это приблизительно летом. Летом, конец весны.
Вот. И сейчас хотела немножко рассказать в конце, то есть Исфаган. Если мы представляем карту Ирана, Тегеран, то есть основной, то есть столица. Все мы прилетаем всегда в Тегеран, как правило. Потом где-то 6 часов, 5 часов езды на машине на юг, это город Исфаган. После Исфагана это Шираз на самый юг. То есть мы сейчас находимся приблизительно в центре Ирана. То есть вокруг Исфагана это все пустыня. То есть это пустыня. Но на запад Исфагана, если мы посмотрим, город Шахрекорд, и вот здесь приблизительно, да, вот это все это Загроз. Это необыкновенно красивое место. То есть это весь Загроз, и получается, вы поднимаетесь наверх несколько тысяч метров, и потом вы опускаетесь вниз, вот это Гузестан, и тоже вы находитесь недалеко от границы с Ираком. Там очень жарко летом, там летом 50 и выше. Немножко просто расскажу об этой местности. В Иране очень много кочевников. До сих пор существуют кочевники, группы людей, бахтиари здесь в основном проживают. И можно также сделать тур, если кому интересно просто пройти в горах. Можно перейти эти горы с кочевниками. В основном это занимает 10 дней. Я с ними шла только 3 дня. Это вообще замечательно. То есть там нет ни интернета, ничего. Это вы просто находитесь в горах. Они начинают где-то на западе Исфагана, переходят эти горы. Вот. Вместе со своими козами, с лошадьми. Это просто неописуемо, это очень красиво. Но вот эта сама часть зимой, здесь очень много снега. Вот, пожалуйста, вот так это выглядит. То есть вы представьте себе город Исфаган, с одной стороны он полностью окружен пустыней. Пустыня это означает, что летом очень жарко, зимой очень холодно. То есть там действительно зимой очень холодно, потому что это пустынный климат. И вот приблизительно там можно встретить такие мини-подъемчики. Вот. Хотела немножко сказать о Дамаванде. То есть те, кто ездит в Иран, им, соответственно, интересен Дамаванд. На Дамаванде нет трасс. Но на Дамаванд можно подняться, и в окрестностях можно подняться на лыжах, как ски-туринг. Момент такой, что, к сожалению, на прокат нельзя. Для ски-туринга в Иране не существует прокат оборудования. То есть нужно с собой везти и лыжи, и ботинки, и все. Когда вы в Иране, это все легко организовать. То есть есть и турагентства, которые занимаются этими, и гидами, и гиды тоже есть. И я вам покажу сейчас пару фотографий, а потом еще будет 2 коротких видео по поводу ски-туринга на Дамаванд. Вот. Первая фотография, вот так приблизительно это выглядит. Вот, на самой верхушке. Соответственно, всегда есть мечеть. Мечеть — это помимо всего, помимо того, что это духовное место, в мечети всегда можно отдохнуть. То есть в мечети всегда можно отдохнуть, сходить в туалет, умыться, что самое важное. Вот так это выглядит. А вот, кстати, сам Дамаванд тоже издалека. Вот у вас сейчас есть какие-нибудь вопросы? А как дела обстоят с службой спасения и медициной? Потому что, все-таки скитур — это связано лавины и прочее. Все это есть. То есть в Иране, как вы уже представили, то есть есть и служба спасения, есть и вертолеты, и в Иране это называют не Красный Крест, а это называют красный полумесяц. То есть служба спасения существует, и вертолеты, и я сама видела, когда я каталась в Дизине последний раз, парень сломал ногу. Я думаю, что он сломал ногу, он просто не мог двигаться. Его сразу забрали. То есть и медицина в Иране очень хорошего уровня. То есть это вообще не проблема. Это даже вы не должны волноваться. Единственный момент, это, соответственно, может быть языковой барьер. Но так как вы приедете в Иран с туром или с вами будет гид, то это не проблема. А если мы самостоятельно приезжаем в Иран, то проблемы, возможно, будут? Проблемы, может быть, вам нужно просто знать, к кому обратиться. То есть в Иране есть такое понятие, как в Иране гость, самое важное. То есть если у вас какая-то проблема, вам всегда помогут. Но это может занять немножко больше времени, потому что нужно просто уметь объясниться. То есть я просто советую, если вы сами приедете, вы можете, допустим, связаться со мной. То есть я живу в Иране, я без проблем могу помочь. Как говорится, вы можете мне позвонить, я могу вам сразу что-то перевести. То есть это легко. Либо могу, допустим, подготовить
данные или контактные номера людей, которые находятся вблизи приблизительно. Вот так. Но в любом случае, если вы одни сами с лыжами решите заняться скитурингом, я в любом случае советую проинформировать кого-либо об этом. То есть, как если вы потеряетесь, кто будет знать, куда идти вас спасать? Нет, это понятно. Вот, допустим, я приезжаю на курорт, и я хочу купить себе скипас. Я в кассах смогу на английском языке объясниться? абсолютно. В этом без проблем будет? В этом абсолютно без проблем. Я просто представляю себе, если вы, допустим, скитурингом сейчас сами оказались в горах, нет ни интернета, ничего, то это будет немножко сложно. А так вообще на английском и снять на прокат лыжи на английском можно. Еще такой момент. Если вы, соответственно, в дизайне, да, как я уже объяснила, лыжи все-таки это достаточно дорогой вид спорта. То есть, и, как правило, те, кто катаются на лыжах, они, скажем так, более состоятельная прослойка общества. То есть и они, соответственно, либо ходили в школу, изучали английский язык, либо уже катались даже где-то в другом месте. То есть английский абсолютно не проблема в этом. Английский может быть проблемой, если вы окажетесь в маленькой деревне. Но в любом случае там можно объясниться. Вот, так что по поводу медицины в Иране тоже такой интересный момент. Вообще медицина в Иране считается очень-очень хорошего качества. Она и с точки зрения цены очень доступна. И, допустим, среди азербайджанцев очень популярно посещать Иран, обращаться, то есть пересекать границу в Иран и лечиться в иранских госпиталях. То есть это с точки зрения ценовой политики и качества не уступает абсолютно. То есть это не проблема. Вот. И сейчас я хотела вам показать два коротких видео по поводу скитуринга на Дамаванд. То есть, надеюсь, вам будет интересно. В целом информацию, что я вам подготовила, это более такая общая информация. То есть если вас что-то интересует более детально, допустим, вы думаете, даже по вопросам визы, по вопросам, как, допустим, как девушкам себя вести в Иране, то есть это может тоже возникать как вопрос. То есть у многих могут быть определенные представления. Если есть что-то, я с удовольствием отвечу. Конечно. А есть ли какие-то ограничения по ввозу и использованию раций и квадрокоптеров? Это очень хороший вопрос. Я бы вам не советовала. Хотя рации можно с собой взять, но другое я бы не советовала. Потому что это может, даже если у вас нет никакой другой цели, это может на границе могут возникнуть много вопросов. У людей, которые не обязательно знают, что с этим делать, но которые, увидев рацию, могут себе представить, что это что-то... То есть вы не забывайте, что человек, который контролирует ваши вещи, не обязательно понимает, что перед ним. Но он может это воспринимать как что-то
что повлияет на безопасность страны. То есть был такой случай несколько, по-моему, даже год назад. Были туристы, даже был большой скандал, если я не ошибаюсь. Были туристы из Австралии, которые на границе с Курдистаном дроном снимали, на границе с Курдистаном и Ирака дроном делали различные фотографии. То есть, сами понимаете, пограничная зона, сами понимаете, Ирак в каком состоянии находится. То есть вы, даже если вы сейчас поедете на границу с Казбеком, вы все равно не сможете там легко дронами пользоваться. Даже тот же Алтай. То есть нам все равно, когда я была на Алтае, мне нужно было разрешение как гражданке России, чтобы увидеть определенные места. То есть в Иране, смотря где. Рации, я знаю, ребята с рациями приезжали, потому что если группа катается off-piste, то нужно как-то с друг другом общаться. То есть я не думаю, что рация как таковая будет проблема, но что-то больше этого, какие-нибудь летательные аппараты, я бы не советовала, особенно первый раз. Ну, понимаете, все зависит. То есть я не думаю, что как таковая опасность есть, но вот я говорю, есть такой момент, что когда вы пересекаете границу, то есть в Иране есть определенное ограничение, то есть алкоголь нельзя привезти с собой вообще. То есть я не советую даже, ни в каких количествах. Есть люди, кто это делает, но я не советую, это не очень правильно, потому что в любом случае, когда вы прилетаете в Тегеран, сумки просвечивают. То есть свинину я провозила, свинина не проблема. Но вот алкоголь я бы не советовала. То есть поэтому тоже надейтесь, тоже вот представляйте себе, что если, допустим, вы едете в Иран, это, допустим, вы едете кататься на лыжах. То есть там определенной тусовки не будет, которую я знаю, когда я каталась в Грузии, там тусовка. То есть там действительно немножко другое. А вот в Иран вы едете вот кататься на лыжах. Кататься на лыжах и наслаждаться, соответственно, культурой. Очень интересный момент. Понимаете, Иран огромная страна, но одновременно она очень-очень доступная. То есть, представляете, вы прилетаете в Тегеран, и вот буквально 2 часа езды вы уже в горах полностью. Вы можете также потом час лета на самолете от Тегерана в Шираз, и вы уже находитесь в совсем другом районе. То есть вы практически у Персидского залива и вокруг Пальмы. Но одновременно 2 часа от Шираза вы опять можете оказаться в горах. То есть вот этот сам момент, это на самом деле это необычно. То есть это необычно. И если вы планируете такой, допустим, длинный тур Ирана, я советую, можно лететь через Турцию, потому что раньше, до коронавируса, было очень легко лететь через Турцию. Допустим, Москва, Стамбул, Шираз или даже Эсфахан. То есть рейсы были прямые практически каждый день. Вот сейчас, ну, соответственно, самые легкие рейсы – это Тегеран. Самый легкий. Вот так. Я в любом случае советую, что Иран очень безопасная страна. То есть, и поверьте, у вас не будет никаких проблем, если вы их не ищете. То есть это очень легко. Вам всегда помогут. Иранцы необыкновенно дружелюбные. То есть если какие-то возникнут вопросы, вам всегда на них найдут ответ и помощь. Но одновременно есть определенные зоны риска, которые бы, вот как ситуация, допустим, граница с Ираком, это все-таки определенная зона, скажем так, есть свои тонкости. Поэтому если все-таки вы будете летать дроны или что-то в этом роде, то это может создать определенную, скажем так, создать определенные проблемы. Но это, я думаю, что в России такие же проблемы возникнут. Даже в Европе такие же проблемы возникнут. То есть дрон в центре Парижа, это все равно не приветствуется. Это нелегально. Вот. Ну а рация, я думаю, без проблем. Я знаю, у ребят есть рация, ребята ездили. Для off-piste это необходимо. А если у вас еще помимо рации будут лыжи с собой, так что все объяснимо. Ну а в случае, если все-таки не получится провести, есть аренда какая-то, оборудование? То есть можно ли в Иране арендовать рации, скажем, и тот же самый вот квадрокоптер? Есть что-нибудь такое? Я думаю, что можно. Вот, допустим, вот эти ребята из компании, туристической компании, которые занимаются такими необычными турами, у них все есть на прокат, как правило. То есть я думаю, что это можно найти. То есть я думаю, первый раз, особенно если Иран для вас новая страна, это может быть хорошим решением, то есть связаться с ними заранее, и они вам все это организуют из Ирана. И я не думаю, что это будет стоить больших денег, они помогут,
совсем, даже, может быть, даже с, ну, камера фотоаппарата, это, соответственно, не проблема в любом случае. Если у вас чего-то не хватает, они всегда вам помогут, найдут. Вот так. А можно еще вопрос про стоимость вот услуг, допустим, таких компаний, которые организуют туры целиком? Я понимаю, что это все каждое индивидуально, но, к примеру, вот есть у меня компания 7-8 человек, и полностью, скажем так, пакетный тур, чтобы нас встретили в аэропорту, отвезли, там показали, покатали, погуляли. Я вам сейчас не смогу сказать. Если хотите, могу спросить. И вот я вам на завтра могу ответ полностью дать. Смотрите, есть такой момент. Есть компании, которые напрямую работают, допустим, есть иранские местные компании. В Иране даже есть организация, они называются не горнолыжники, а горная ассоциация горного туризма в Иране. То есть иранские туристы, не туристы, а вот сами иранцы, которые занимаются этим, можно связаться с ними. Там будет, допустим, это в Иране, в самом Иране очень много фирм небольших, которые этим занимаются. Но может быть языковой барьер. То есть, соответственно, если вы обращаетесь в более такую большую фирму, которая занимается с иностранными туристами, еще имейте в виду, что их все-таки основные туристы это из Европы. То есть, соответственно, там немножко побольше с точки зрения ценовой политики. Я даже сейчас представить не могу, сколько это может стоить. То есть не хочу врать. Но спрошу, и если вам интересно, я вам сразу отвечу. Особенно если группа из 8 человек, я думаю, что в любом случае дадут скидку. Примерно похожий вопрос по стоимости. День ски-тура. Тоже группа там 6-8 человек, 2 гида. Сколько это может стоить на день? У меня, к сожалению, такой же ответ. Именно ски-тур это ски-туринга в смысле. Да, я, к сожалению, не смогу ответить. То есть, смотрите, я только катаюсь на лыжах. Ски-туринг это то, чем я очень хочу заняться. То есть сейчас нужно решить вопрос, как этим заняться в Иране. Потому что у меня своих лыж для скитуринга пока нет. Вот так. То есть я узнаю, я вам завтра скажу. А как получить визу? Это насколько сложно и по времени сколько это занимает? Визу получить очень легко, но не сейчас. Сейчас, к сожалению, Иран визы не выдает. Иран сейчас визы не выдает, так же, как ни одна страна мира сейчас визы не выдает, к сожалению. Визу в Иран получить достаточно легко. Это не обязательно обращаться в посольство. Можно обратиться к индивидуальным гидам, которые работают в Иране. То есть они, получается, делают вам приглашение. Все это может обойтись где-то 700-800 рублей приблизительно. Потом вам приходит, вы заполняете форму на сайте Министерства иностранных дел Ирана, свои детали, соответственно, обязательно говорить, там очень много вопросов будет, с кем вы будете встречаться, что вы будете делать. Можно в общем, не обязательно детально описывать. Все это заполняете, потом приблизительно через неделю вам приходит на имейл такого вида приглашение с кодом, со штрих-кодом. Распечатав его, вы можете уже лететь в Тегеран. И в Тегеране вам в аэропорту, соответственно, на эту бумажку, которую вы распечатаете, поставят штампик. То есть больше паспорта не штампуют. То есть у вас не будет в паспорте штампа того, что вы посетили Иран. Можно через посольство. Это будет более уверенно. У вас будет в паспорте виза, чтобы не возникло никаких проблем, соответственно, в самом аэропорту. Потому что кто-то предпочитает. Я, допустим, всегда получала себе визу через посольство, чтобы быть уверенной, что никаких проблем не возникнет. Потому что в любом случае, если вы получаете визу в аэропорту, это дольше займет. То есть вам нужно ее получить как бы еще в аэропорту. Ну, процесс достаточно легкий. То же самое. Абсолютно никаких ограничений. Женщинам только нужно одеваться, нужно покрывать голову, одевать на голову так называемый русари. То есть, и немножко одежды нужно, чтобы вот верхняя часть тела ее не было видно. Вот так. Но на лыжах это не важно. То есть на лыжах это действительно не важно. То есть вы сами видели, когда вы в горах, соответственно, шапочка, либо и, соответственно, одежда. То есть в горах это не важно. В горах к женщинам нет никаких претензий.
Но, к сожалению, на улице, как только самолет приземлился в Тегеране, женщины должны одеть русари, то есть это получается платок на голову, и чтобы вот верхняя часть одежды покрывала вот верхнюю часть бедренного таза, получается. Это важно, это обязательно, и если вы это не делаете, полиция имеет право вас остановить. Но одежда это всего, это на самом деле такой физический элемент, который не так уж и страшно. То есть это не так неприязненно, как может казаться. Да-да-да, просто, допустим, туника, вот как вы в Индии, да, что-то одеваете тунику и что-то легкое, и все. Ну, а, соответственно, или шапочку. Или шапочку, если это зимой, ну, шарфик, чтобы вот эта часть тоже была закрыта. А так, если женщин, допустим, могут возникнуть какие-то вопросы, опасно ли путешествовать в Иране или нет, абсолютно нет. То есть у меня в Иране, я одна всегда путешествовала, вообще никаких проблем не возникает. Вообще. Никогда. И даже если у вас есть какие-то сомнения, обратитесь к любому первому встречному, скажите, я там не уверена, может быть, вам помогут. Иран очень безопасная страна, и можно даже палатку разбить практически в любом месте. Если кто-то просто ходит в горы с походом. Да, вот вопрос по поводу простого пешеходного там, или горного туризма. То есть, в принципе, ограничений по там, разбитию лагеря, там, ночевки в палатках нет. Практически нет. Практически нет. Полиция может подойти и сказать, а что вы тут делаете? О, иностранцы, давайте я вас приглашу домой, что вы тут разложились, заходите к нам в гости. То есть на пляже можно без проблем. В горах тоже. Единственный момент в горах, если это незнакомые вам горы, я не советую идти без гида. В любом случае. Потому что в Иране в Загросе есть медведи, и в Загросе очень много леопардов. То есть мы сами знаем, что медведь не нападает на человека, если у него нет определенных ассоциаций, да? Но все равно, то есть нужно иметь это в виду. То есть, в принципе, как лыжные гиды, как скитур есть гиды, также и горные гиды, чтобы походить там с ледорубом в кошках по горам, такое тоже возможно. Да. Вот так, допустим, я хожу в горы, вот, потому что Загроз к нам близко, вот я так хожу со знакомым, который гид, потому что он очень хорошо знает эти горы, он мне скажет, вон там водопад, нужно сходить туда, нужно посмотреть, потому что если вам горы не знакомы, вы даже не знаете, куда идти. И еще такой момент очень важный, вы представляете, да, что в горах нет связи. То есть антенна, телефон, скорее всего, не будет работать. То есть вам нужен человек, который сможет в любом случае вас вывести оттуда, если вдруг что случится. А так вообще никакой другой опасности нет. Но... Костры можно разводить. Ну, в палатках, да, кто с палаткой ходит, баллоны газовые, там... Да, в магазинах все это есть. В Тегеране есть часть Тегерана, то есть классическое расположение горы. Да? Есть часть улицы, где продают, допустим, только снаряжение, горное снаряжение. В Тегеране такое есть. Можно купить и газовые баллоны, можно купить и тарелки, можно купить и одежду, если вы что-то забыли. И все это по очень хорошей цене. То есть в Иране есть местное производство тоже, есть определенные вещи, которые они сами делают. Есть, скажем так, брендовые вещи, но они будут намного дороже. То есть, к сожалению, из-за санкций все, что ввозится, это ввозится по более высокой цене и, соответственно, в ограниченном количестве. Вот, а так можно найти абсолютно все. И вот опять же такой момент, есть ассоциации местные иранские, ребята, которые постоянно ходят в горы, они вам могут всегда помочь. То есть это не проблема. Как дела в Иране обстоят с дорогами, с транспортом, со всем этим? Последняя статистика, что в Иране дороги лучше намного, чем в России. То есть это правда. В Иране очень хорошие дороги. То есть помимо каких-то горных деревень, в которые зимой очень сложно... Есть возле Исфагана, есть знаменитая деревня, в которую зимой вообще не добраться. Она очень красивая, но зимой просто она отрезается от всего мира. То есть туда даже нельзя доставить еду. То есть это такие есть в горах. Но вообще в Иране очень хорошие дороги, очень хорошие трассы.
В Иране, то есть в Иране очень хорошо с общественным транспортом. Поезда тоже ходят. Каждый год строятся, открываются, получается, новые ветки. К сожалению, это все занимает дольше времени. Но автобусом можно, ночным автобусом Тегеран, Шираз, допустим, это 12 часов. Вы садитесь в ночном автобусе, вы покупаете билет, отправление в 9 вечера, и в Ширазе вы уже в 9 утра. То есть, получается, 12 часов в этом автобусе. Очень комфортабельно, их называют VIP-автобусы. И этот билет вам обойдется, сейчас, дайте посчитаю, обойдется где-то в рублей 200. Можно взлететь самолетом. Самолетом это час занимает, Тегеран-Шираз. Я просто приблизительно, соответственно, Тегеран-Эсфахан будет намного ближе, намного дешевле. Но Эсфахан просто очень близко находится, 6 часов. То есть я уже это вижу себе. Для меня 6 часов Эсфахан, Тегеран, это уже близко, потому что я живу в Ширазе, для меня это дольше. То есть я уже даже не представляю, как можно из Тегерана лететь в Эсфахан. То есть мне кажется, что 6 часов можно на машине добраться. Есть еще другой момент. Можно снять такси, взять такси на прокат. То есть там такси очень дешево. То есть вы практически, если вы прилетели в Тегеран, в аэропорту, в международном аэропорту Тегерана, вы можете взять такси на другой конец страны. То есть у вас это такси, допустим, у вас 4 человек, вот вам захотелось, вы прилетели в Тегеран, и вы берете такси, допустим, до города Шираз. Это, может быть, вам обойдется в 10 тысяч рублей. То есть вы представляете себе цены, да? Вот так. Вы не обязательно получите самую комфортабельную машину, но вас довезут. То есть дороги в целом очень хорошие. Можно взять на прокат машину. Есть Europcar, тоже есть. Есть компания Caravan, если я не ошибаюсь, иранская компания. Они тоже дают сейчас машины на прокат. Это можно. Можно это организовать даже из России. Есть компании, которые этим занимаются. Единственный момент, соответственно, вы должны это иметь в виду. Иран полностью отключен от международной платежной системы. То есть если у вас нет налички с собой, у вас нет денег. Решение есть. Решение есть. Можно обратиться в обменный пункт, перевести деньги на их счет в Европе, и они вам за комиссию отдадут эти деньги наличкой в Иране. То есть решение можно найти, если вот оказалась такая ситуация. Если вы оказались в такой ситуации. То есть решение можно найти, но в целом обменные пункты, если вы хотите просто привести, допустим, немного денег, они не будут с вами заниматься. Им выгодно, если вы хотите вот таким способом привезти в Иран 1000 евро и больше. То есть это тоже нужно иметь в виду. Если вы хотите оплатить за услуги, что-то снять на прокат, у вас должны быть наличные с собой. Нет. Есть ограничения на вывоз из Российской Федерации, насколько я знаю, но на ограничение ввоз как такового в Иран нет. Соответственно, если у вас найдут большую кучу денег, допустим, $10 000, они будут задаваться вопросами, что вы собираетесь тут делать. Потому что вы за $10 000, я даже не знаю, то есть вы представляете, да, какие цены в Иране? То есть вы можете гостиницу, снять хорошую гостиницу на 2 человек, ну, допустим, 1000 рублей с завтраком. Это хорошую гостиницу. Такую хорошие 3 звезды. Если дороже, если выше уровень, то намного больше. Например, 2000, 3000. Это будет роскошная гостиница. Это действительно будет роскошная гостиница на 2 человек. То есть это тоже нужно иметь в виду. Если у вас своя палатка, то там, соответственно, без проблем. Есть многие путешественники в последнее время очень много путешествуют автостопом. Но я не рекомендую. Не потому что это абсолютно безопасно. Просто в Иране такая ситуация, что, в общем-то, иранцы готовы туриста довести бесплатно куда угодно, но это не есть правильно. Но все равно, в любом случае, если культура не знакома, я всегда советую первые, допустим, пару дней просто ознакомиться. Потому что есть такой момент, очень важный момент, если вам не знаком язык, то есть вы не знаете, что происходит, о чем говорят вокруг вас. И особенно это другая культура, может появиться очень много неправильного понимания о том, что действительно происходит.
А вот еще вопрос про жилье. То есть, если нету международной платежной системы типа карточек, то наверняка и всякие агрегаторы жилья типа букинга там тоже не работают. Ничего там не работает. А как тогда можно удаленно искать, бронировать жилье, или это только через каких-то компаний, турагентства? Вы звоните в гостиницу, говорите с ними на английском языке, они к этому готовы, бронируете номер и без проблем. Когда вы уже приедете, вы заплатите наличными. Где я узнаю контакты гостиницы, если их нет? То есть в интернете все есть. Вы можете забить интернет латинскими буквами и основные гостиницы. Либо есть такой другой момент. Вы приехали в маленький город, таксист, отель. Вас привезут в отель. Есть еще много других вариантов, альтернатив гостиницам. Это традиционные гостиницы. Это вообще очень замечательная вещь. Они их называют бумгарди. Бумгарди это, как правило, традиционная гостиница, очень часто в старых домах, переделанная на современный новый лад. И это стоит очень дешево, как правило, допустим, с человека меньше 1000 рублей за ночь. Они находятся везде, по всей стране, в необычных местах, в маленьких деревнях. Это более такой культурный способ, такая, как бы сказать, традиционная гостиница. Это тоже интернет, можно просто даже... Или вот книжку «Путеводитель по Ирану». К сожалению, если я не ошибаюсь, по-русски русского путеводителя по Ирану нет. Есть какие-то блогеры, кто пишут, если вы говорите по-английски, даже если чуть-чуть, вы можете, допустим, ввести «бумгарди», вот это слово, оно просто уже стало таким оседлым в Иране, «бумгарди» и «город». И вам, то есть в интернете, через Google будут контактные номера бумгарди в этом именно городе. У них есть целая группа, то есть ассоциация бумгарди. Они все принадлежат, они все, получается, у них есть разрешение государственное. И вообще это с точки зрения современным русским языком очень интересный экспириенс. И это действительно очень приятно, потому что, как правило, бумгарди — это семейный такой бизнес. Это, как правило, мама, папа и дети их тоже вместе. Либо там 2 сестры. У меня, например, 2 хорошие знакомые, у которых бумгарди в небольшой деревне в Курдистане. То есть это тоже как бы семейный бизнес. Вот. То есть в Иране очень много возможностей. Сейчас вот такая ситуация, к сожалению, вылететь сложно, визу не дают, но это то есть в конечном итоге, я надеюсь, что, может быть, в следующем году или в конце следующего года как-то все это устаканится, потому что в последнее время туризм в Иране играет очень важную роль. Очень важную роль. Именно поэтому они упростили визовый режим в целом. Штамп больше не ставится в паспорте. Для Ирана очень важно привлечь туристов. То есть это цель. Это иранцы сами хотят, потому что все-таки то представление, которое имеет мир об Иране, оно ошибочное. То есть и для иранцев это очень важно, для них самих, чтобы мир их немножко по-другому видел. Поэтому возможностей для туризма очень много. То есть можно объединить и горное что-то, опять же, приехать без лыж, взять лыжи на прокат. Я вам приблизительно цены сказала. То есть это не будет дороже этого. Есть питание. Я могу вам сейчас, допустим, в самом-самом, допустим, крутом ресторане, где-нибудь в Тегеране, в очень крутом, это вам может обойтись в 1000 рублей с человека. И это вообще 6-звездочный ресторан. Вот. А, соответственно, если вы на базаре кебаб покупаете, то это, допустим, с рисом обязательно это будет рублей 30. Вот так. А если, соответственно, 30-50, знаете, я уже не знаю, сколько сейчас будет валюта по возвращению. Вот. Но за 3 евро, допустим, в целом, вы можете себя очень хорошо прокормить в день. То есть получается, сколько у нас рублей? 300 рублей, 400 рублей в день вы можете себя очень хорошо прокормить мясом и рисом. Вот так. Еще какие-нибудь есть вопросы? Задавайте. Сезон, кстати, очень интересный момент по поводу сезона. Дизин до марта-апреля.
получается, с декабря, то есть полгода, да, основной вот этот лыжный курорт, с декабря по март-апрель. Потом Загроз летом уже просто для хайкинга, такого обычного в обуви с палаткой. Зимой тоже, кстати, можно туда ходить, но все равно с гидом нужно, потому что вы не знаете территорию, то есть я не знаю территорию, и все равно с гидом лучше. И нужно, то есть, соответственно, палатку и одежду немножко другого плана. Домавант, если подниматься на Домавант, смотрите, Домавант, просто если подняться хайкингом, да, поход, только 2 месяца. Это получается конец августа, сентябрь. Домавант, если это подняться пеший поход. Домавант, ски-туринг, это февраль-март. То есть самый лучший период. Март – это иранский Новый год, Норуз. Это... Я вам не советую приезжать в Иран в Норуз, потому что, как правило, закрыто очень много учреждений, билет купить намного сложнее, потому что у иранцев нет возможности путешествовать за пределы Ирана. В первую очередь, это очень дорого, визу получить практически невозможно. Вот. И все иранцы путешествуют по Ирану. И, как правило, из Тегерана все едут на юг. То есть Тегеран абсолютно пустой в марте. То есть там нет ни пробок, ничего, идеальный вариант на самом деле. И небо самое чистое, нет никакого загрязнения. Но юг Ирана, Эсфаган и Шираз, особенно потому что в Ширазе начинают все цвести, и вот эти знаменитые сады, которыми знаменит Шираз, это все как раз вот в марте, когда это все цветет, и вот весь Иран туда приезжает. Вот. Поэтому билеты на автобусы, как правило, сложнее купить. Но апрель самый лучший вариант. А если лыжи, все равно февраль. Вот февраль очень хороший период, потому что он... Или вот зиму, даже декабрь. Потому что единственный момент, иметь в виду, это декабрь. Если вы планируете на Новый год, то нужно бронировать заранее. Дизайн, к сожалению, есть такой момент. Очень много сайтов. Я пыталась искать и на русском, и на английском, и даже на персидском есть сайты, которые не официальные, но они выглядят как бы официальные. То есть информации вот куча всего. В любом случае, если вот, я говорю, вот сейчас мои контактные данные, если мне из Ирана намного проще это все найти. Потому что я набираю, допустим, на персидском, и мне сразу выбегает правильный номер. Вот. А так даже если вы латиницей пишете или по-русски, то номера, соответственно, выпадают, то есть они в поиске у вас будут, но это не обязательно самый-самый правильный номер. Потому что помимо Дизина, вот как я объяснила, там есть несколько гостиниц и шале, но вокруг Дизина есть много деревень, где тоже можно снять номер, и это все будет намного дешевле. Это все можно найти, на персидском, конечно, проще. Я вам могу помочь, если что. Либо вот Дизин искать как-то, просто Дизин, хотел, точно что-то выйдет. Но это будут основные номера, то есть это не будут там вот эти местные номера, вот так далее. А потом, когда вы уже на месте, легко разобраться с водителем, вас отвезет, где снять, где на прокат снять лыжи. И там, в общем-то, легко. Там дорога одна. И то же самое в Ширазе. Уже более, скажем так, off-piste, это нужно конкретно заранее программу строить. Либо обращаться, вот даже вот эти ребята, которые из Adventure Run, у них большая группа, у них в Шимшаке офис. То есть у них есть и велосипеды на прокат, и лыжи на прокат, и они все это организовывают. И даже если у них нет на данный момент гида, они вам гида найдут. Вот так все происходит. Надеюсь, информация была полезна. Надеюсь, сегодня было для вас полезно.